Так, ну так вот как раз валит снег. Это моя дорога. Мой подъем последний к дому. Так вот я красиво заезжаю. Вот здесь. Можно сказать, здесь я и живу. Такая дорожка. Я дома. Сейчас покажу, как выглядит все. Со стороны. Вот так. Блин, как раз вовремя приехал. Шумит барсук. Чувствую, завтра снега будет очень много. Ну, окей. Елочки уже готовы к Новому году, поэтому можно уже вешать гирлянды, если у кого-то есть лишнее. Есть куда развести. Растопили немножко камин. Сейчас будет уже теплее. В принципе, дома не так холодно. Итак, всем привет. Меня зовут Андрей. Буду рад знакомству. Это видео посвящено серии роликов, которые я после этого диалога собираюсь опубликовывать. Видеоматериал был накоплен в течение 2 лет, поэтому я думаю, будет интересно. Интересно для тех, кто хочет посмотреть или хотел бы узнать, насколько сложно или просто благоустроить жилье в горах. Я купил недвижимость, ну, можно сказать, что голую землю со старым домом, в котором не было коммуникаций, бытовых каких-то условий для нормального комфортного проживания, поэтому это все пришлось делать самостоятельно, не без того, чтобы не нанимать каких-либо помощников. Это тоже происходило, и, наверное, без помощников это тоже невозможно. Поэтому это будет видео интересно тем, кто хотел бы понять, каково это в лесу, на высоте, сложный горный рельеф, провести воду, если она у вас есть выше участка, спланировать ландшафт, провести какие-то работы, связанные с коммуникацией по отведению воды, септик, также проведение электричества автономного,
постройка каких-то строений для того, чтобы можно было укрыть технику или же поставить там какое-то оборудование. Ну, то есть все это будет в этих роликах без купюр. Я думаю, это будет интересно. Поэтому присоединяйтесь. Буду рад новым подписчикам, комментариям, отвечаю абсолютно всем. Поэтому жду каких-либо обратных отзывов, положительных, отрицательных. Приветствуются любые. Итак, поехали. Небольшая предыстория. 2019 год, более 2 лет назад. Видео с дрона. Я снимаю дорогу, которую закончил, вернее, отремонтировал ее своими силами. Отвел воду. С правой стороны дороги видно, что есть водоотвод, проложены отводящие трубы поперек дороги. Сверху дорога засыпана щебнем речным, называется шутер. Так вот она выглядит. В принципе, для передвижения очень комфортно, и для своих сил это довольно-таки неплохой вариант, так как ты приезжаешь и чувствуешь не глину, а землю под ногами плотную. Идет дождь, вода не смывает верхний слой, она стекает с левой стороны, сейчас видно эту канаву, и вода отводится уже в сторону. Очень сильные дожди в горах, поэтому водоотведение — это то, о чем нужно думать с самого начала. Сейчас я добавлю видео тех моментов, как выглядела дорога до этого видео и какой техникой она планировалась. Я думаю, это тоже интересно, и сразу можно будет понять, с какой-то сложностью, с какими усилиями это происходило. Итак, сегодня понедельник, второй день, более-менее все сухо, это все разрыто было трактором. Это за то, что я сейчас здесь борюсь. Это дорога, которая 20 лет, ее практически не было. Ну, я считаю, что мы ее закончим. Мне нужно будет еще 2 дня. Это тот старый трактор, который поломался. В среду приезжает другой. Продолжаем это все делать. Там внизу это все стекает с речки, это потом все вычистится. Вот эта труба 5-метровая, метр в диаметре, которые ложили здесь 6 человек, куча техники, оттуда идет источник. И вот такое вот месиво, я даже не знаю, сколько здесь, наверное, полметра длиной. То есть вот это проезжал на днях. Везли еще одну трубу, и вот это вот так вдавливается, то есть эту часть грунта, она из-за того, что раскисла, вот такая вот фигня, вообще непроездная. Пока это выглядит именно так. Но вот это все будет засыпаться нормальной дорогой, она пойдет наверх, здесь въезд в участок будет. Вот. Пока это вот так вот, как есть, в неглиже. После сильных дождей у нас возникало время от работы, и мы выбирались на горные полонины. Посмотрите, какой краевид. Также мы устраивали обед или ужин. Это все происходило там, где я и ночевал все это время, когда проходила работа в моем микроавтобусе.
эти вот трубы пятитонные доставили немало трудностей с доставкой. Но на сегодня бы я все-таки брал пластиковые. Они больше длиной, эти по 5 метров, пластиковые чуть уже, но есть, по-моему, даже и 8-метровые, дешевле с доставкой, и есть всегда возможность их передвинуть, так как не каждый трактор вообще может их сдвигать. Таких трубы по 5 тонн мне пришлось до моего участка уложить 3 штуки, не считая еще маленьких, 6 штук. И самое печальное, что эту трубу краном на машину можно покласть, а разгрузить здесь, на моей территории, практически было невозможно, поэтому пришлось их скидывать. Так вот закладывается таким образом, не знаю, слышно меня или нет, с истока, с потока труба, чтобы не размывала дорогу. Это очень на самом деле сложная работа, как оказалось, но будем смотреть, что получится. Так, за сегодня вот такой вот кусок дороги сделан. Здесь был просто ужасный лес какой-то невменяемый, непроходимый. Сейчас вот продолжается дальше. Так, второй день работы после 2 дней дождей. Вот такая вот дорога. Получается вот такая вот дорога. Дырка уже закопана давно. Она уже здесь вот в таком формате. Я даже ялынку посадил. Там вот папоротники, не знаю, видно или нет. Вот она как дырка выглядит. Так, это же выложено. Здесь вот растет уже вся фигня. Я думаю, до следующего года разрастется все. Потом еще здесь буду окультуривать немножко. Так. Так вот она преображается. Еще один помощник у нас. Давай. Иди помогай. Ну, хватит смотреть. Давай, давай. Давай. Оп. Так, нижняя труба. Вот так вот она выглядит. Вот там вот вода собирается. Туда. Пум, и вылетает. Итак,
Вот пошел дождик. И водичка полилась. Она текла по дороге, все размывала. И вот собирается такой поток. Это еще не сильный дождь. Вот. Это все текло по дороге. Вот дорожка. И вот так вот вода по краю ходит. Сейчас посмотрим, как она. Черт. Здесь немножко просела уже. Но, тем не менее, уклон дороги сделали в сторону. И вот она пошла в сторону. И течет, вытекает. Еще немного воды сейчас течет, но когда сильный здесь такой был поток, просто жесть. Сюда она зашла, здесь труба и вытекла в ту сторону. Там не видно. Вон. Здесь. Такая. Вот отсюда будет дренаж до верха. Вот по эту часть все будем планировать. Уклон есть, немножко будем подсыпать. Смотрим за день. Вот так вот 2019 год закончился у меня с ремонтом дороги до своего участка. И на все я потратил около 40 дней. И сейчас вот я закидываю камни в колею, чтобы можно было съехать домой и запланировать уже работы по территории на участке. Tick-tock, time's up, but I make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. 'Cause when I saw